Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы приступаем с вами к работе с аппликацией. Прежде чем начинать шить реальные изделия, мы с вами потренируемся, поотрабатываем шов на таком вспомогательном образце. Этот урок у нас посвящен тому, чтобы выбрать правильные настройки швейной машины для выполнения аппликационных швов. Для работы нам с вами понадобится клей и газетки, чтобы защитить поверхность от попадания клея. Нам понадобится телесная сетка, какой-нибудь, желательно светлый бифлекс, нитки, аппликационные ножницы, раскроечные ножницы. А также я распечатала листик. Это все, конечно, простые формы, но чтобы у нас не получалось у кого-то маленькие, у кого-то большие прямоугольнички, я сделала для вас вот такой шаблон, по которому мы с вами будем работать с аппликацией. И нам понадобится лист кальки, на который я переведу рисунок для последующего вырезания. Для того, чтобы детали аппликации было бы удобнее вырезать из ткани, мы сначала переведем эти детали аппликации на кальку. Переводя детали аппликации на кальку, мы думаем о том, чтобы экономить кальку. Когда мы шьем одно изделие в год, экономия кальки, конечно, не важна, но когда мы работаем уже в рамках мастерской, к любым расходным материалам надо относиться бережно. Можно воспользоваться линейкой при перенесении на кальку таких прямых деталей аппликации. А следующую деталь аппликации я буду переносить не так, как она нарисована, а положу ее, на данный момент прям даже вплотную. Чтобы делать один рез, отрезаю сразу обе детали аппликации. Я перевела все 4 детали аппликации. Сейчас я отрежу этот кусочек кальки. Шаблон я могу отложить. И сейчас для того, чтобы вырезать детали аппликации из ткани, я сбрызну клеем временной фиксации лицевую сторону кальки с переведенными деталями. Нам понадобится клей временной фиксации. Производитель мировая корпорация 3M, марка клея 75. Это клей временной фиксации, который позволяет приклеивать и отклеивать сбрызнутые им детали к любой поверхности. Я распыляю клей на расстояние приблизительно 20 сантиметров от проклеиваемой детали. Сильно брызгать не надо. Чем сильнее будет сбрызнута калька, тем тяжелее ее будет отклеить потом от ткани. Клей высыхает очень быстро, то есть он у меня на пальцах не остается. Получается такая клейкая бумажка, которую мы можем приклеить к изнаночной стороне ткани. Я беру бифлекс, желательно светлых тонов, и на изнаночную сторону приклею нашу пробрызганную деталь. Как определить, где лицевая сторона, где изнаночная сторона бифлекса? На свободных срезах бифлекс и сетка всегда заворачиваются, чуть-чуть заворачиваются в сторону изнанки. Видите, да? То есть вот кончики, естественно, поднимаются от стола. Если мы положим таким образом, они наоборот загибаются в сторону стола. Значит, изнаночная сторона у меня с этой стороны. Приклеивая заготовку из кальки, я тоже думаю об экономии ткани и стараюсь приклеить их так, чтобы у меня были
прямоугольники сориентированы или по долевой, или поперек долевой. Когда мы работаем с аппликацией из бифлекса, не всегда бывает принципиально важно, по долевой или поперек долевой мы работаем. Дело в том, что бифлекс очень часто тянется равноценно и по долевой, и поперек долевой. То есть растяжимость приблизительно одинакова, поэтому нет большой разницы, по долевой или поперек долевой мы работаем. Главное, чтобы соблюдать направление, или прямое, или перпендикулярное. И сейчас раскроечными ножницами, потому что у меня здесь такие прямолинейные участки, я выкрою все детали. С более тонкой и с более детализованной аппликацией я буду работать, конечно, аппликационными ножницами. То, что мы приклеили кальку к ткани, позволяет нам добиться очень чистых и профессиональных резов. Последовательность вырезания совершенно не важна, просто вырезаем в той последовательности, которая нам удобна. Итак, у нас готовы 4 детали аппликации. Для того, чтобы продолжить работу с аппликацией, мы сейчас сбрызнем клеем изнаночную сторону этих деталей. Я снимаю детали с кальки. Так как у меня детали абсолютно равнозначны, здесь не важно, где какая деталь. Здесь вы как раз можете увидеть, я снимаю бумагу с ткани, и ткань не деформируется. Снятие происходит абсолютно легко и удобно. Я выкладываю на защищенную от попадания клея поверхность детали аппликации. Проверяю, чтобы они все лежали изнаночной стороной вверх. И также клеем 3М75 я сбрызгиваю изнаночную сторону этих деталей. На этот раз я сбрызнула более интенсивно, чтобы детали хорошо держались на сетке. Прежде чем снимать проклеенные детали с газеты, я выкрою основу из сетки. Размер фрагмента будет приблизительно как лист А4. Можно чуть-чуть побольше, можно чуть-чуть поменьше. Теперь я выкладываю вырезанную деталь из сетки поверх нашего шаблона. Снимаю детали аппликации. С этой стороны они у меня приклеиваются, видите? Склеим. С этой стороны они у меня абсолютно чистенькие. И я выкладываю. Этот способ позиционирования аппликации у нас называется прозрачный метод. Когда за счет того, что у нас сетка прозрачная, мы знаем, куда выкладывать детали аппликации. Теперь я прижимаю хорошо детали аппликации к сетке, чтобы они хорошо приклеились. Вот, смотрите. Использование клея временной фиксации позволяет нам работать с аппликацией, не особо заботясь о том, чтобы ее хорошо прикалывать. Я все равно зафиксирую эти детали булавками, для того, чтобы при неоднократных поворотах основы у нас детали, которые мы будем пришивать позже, не слетели со своего места, где они на данный момент спозиционированы. Итак, мы имеем деталь абсолютно готовую к тому, чтобы работать уже на швейной машинке. Сейчас мы будем пользоваться разными настройками зигзага и смотреть, как у нас получается строчка.
Дело в том, что на разных швейных машинах настройки зигзага могут по цифрам немного отличаться друг от друга. На каких-то машинках будет, допустим, лучше зигзаг 2 на 1,5, на каких-то 2 на 2. Это также зависит еще и от личных предпочтений мастера. Для того, чтобы выбрать наиболее оптимальный именно для вас режим зигзага, нужно попробовать несколько вариантов. Как такую отправную точку можно взять, допустим, зигзаг 2 на 2. Сначала мы будем варьировать частоту зигзага, потом будем варьировать высоту зигзага. Как отправную точку высоты зигзага мы возьмем сейчас двоечку и будем менять именно частоту зигзага. Начнем мы с настроек зигзага 2 на 1. Я специально взяла сейчас более темные контрастные нитки, чтобы вам было хорошо видно. Обратите внимание, пожалуйста, у меня одно протыкание иглы попадает точно в стык бифлекса и сетки, другое попадает, соответственно, в бифлекс. Мы выполнили строчку, и мы видим, что частота зигзага настолько сильна, что она деформирует ткань. Ткань ложится волнами. Значит, мы делаем вывод, что эта частота зигзага слишком частая. Нужно сделать реже. Я увеличиваю частоту зигзага до 1,6. Посмотрите, явно видно отличие. Частота зигзага единичка и частота зигзага 1,6. Обратите внимание, кстати, здесь у меня пошел небольшой уход от правильного зигзага, да, когда у меня игла должна попадать точно в стык зигзага и сетки. Видите, насколько аккуратно строчка смотрится здесь и насколько уже не то впечатление вот на этом участке. Желательно все-таки, чтобы игла, крайнее положение иглы попадала точно в стык зигзага и сетки. Сейчас продолжаем наши эксперименты с частотой зигзага. Я увеличиваю частоту зигзага до двоечки. Для того, чтобы не запутаться, я сейчас каждый вид зигзага подпишу, какие настройки у меня где были. Это я делаю обычным фломастером. Мастерать этот образец не собираемся. 2 на единичку. Здесь 2 на 1,6. Здесь у меня будет 2 на 2. И здесь у меня будет 2 на 2,5. Смотрим две строчки. В принципе, они не очень сильно отличаются друг от друга. На мой вкус и та, и другая строчка вполне в пределах допуска. Сейчас меняю настройку частоты зигзага на 2,5. У меня зигзаг 2 на 2,5. И мы видим, что на данный момент мы получили очень широкий зигзаг, который нас вряд ли устроит.
Соответственно, я могу выбирать частоту зигзага либо 1,6, либо 2. Ну и между ними вот на моей швейной машине есть градация 1,8. Любую из этих трех настроек мы можем выбирать, какой нам больше нравится. Теперь мы будем экспериментировать с высотой зигзага. Я возьму как стандартную частоту зигзага, ну, наверное, 1,8, да, давайте среднюю величину между этой и этой. А высоту зигзага я возьму единичку. На такой высоте зигзага уже очень трудно попадать точно, потому что у нас практически нет возможности сделать небольшую ошибку. Высота зигзага очень маленькая, и приходится очень внимательно шить, чтобы попадать в строчку. Вы видите, что зигзаг очень низкий. Низкий зигзаг не просто эстетически нас не устраивает. Мы видели, что значительно сложнее выдержать линию пришивания. И еще один очень большой недостаток. Такой зигзаг не имеет хороших показателей по растяжимости в длину. Потому что чем выше зигзаг, тем, соответственно, длиннее нитка на него уходит, и тем лучше он растягивается. Я запишу настройки зигзага. Это единичка на 1,8. Теперь увеличиваю высоту зигзага. Следующая градация у меня на швейной машинке 1,5. Мы видим, что ситуация стала лучше, но все равно зигзаг достаточно низкий. Я записываю настройки 1,5 на 1,8. Следующие настройки зигзага у меня будет 2 на 1,8. Записываю показатель 2 на 1,8. Эта высота зигзага меня уже очень устраивает. И следующий показатель 2,5 на 1,8. В принципе, зигзаг достаточно хороший, но, на мой взгляд, все-таки это уже высоковато. Для меня фаворитом является вот эта настройка 2 на 1,8. Не забываем подписать последние настройки, чтобы тоже иметь четкое представление, какие настройки мы использовали. 2,5 на 1,8. Мы с вами получили вот такой образец. Еще раз проанализируем строчки. Определим, какая нам больше всего нравится. Ну вот, вероятно, вот. Ну, скорее всего, вот такая. Или вот такая. Ну, так как эта строчка у нас средняя между этим и этим, то мы выбираем настройки 2 на 1,8. Можем подчеркнуть эту настройку. Жду от вас фотографий таких образцов.